Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня я дам 3 совета бас-гитаристам, которые помогут вам прогрессировать. Если вы топчетесь на месте и вы занимаетесь, но вы остановились и нету никакого прогресса, то я думаю, эти советы как раз для вас. Погнали! Первое, о чем я хотел сказать, это очень важно, это самое важное, наверное, грамотно планируйте свои занятия. Если вы занимаетесь по 8 часов, тогда вы можете успеть сыграть все, что захотите. Можете сыграть упражнения, можете сыграть гаммы, можете поиграть слэп, можете поиграть импровизацию, можете поиграть шагающий бас и все-все-все. То есть 8 часов это вполне вам хватит. Вот. Что делать, если у вас меньше? Допустим, у вас всего лишь час позаниматься, так очень часто бывает. И у меня точно так же, то есть когда у меня какие-то выездные работы и репетиции, и какие-то домашние дела, у меня есть всего лишь там час-два поиграть, и мне очень важно распланировать это время занятий. То есть если у вас есть час для занятия на бас-гитаре, то не нужно этот час играть просто упражнения какие-то там на технику хроматизма там, или, допустим, час играть просто какие-то гаммы. Нет, распланируйте. Допустим, 15-20 минут вы разогреваетесь, вы играете упражнения хроматизмы или еще какие-то на технику, на независимость пальцев. И потом вы должны уже выставить приоритет, то есть сделать какой-то акцент, на чем вы хотите поработать в оставшееся время. Допустим, если это слэп, то занимайтесь слэпом, то есть отрабатывайте слэп и ничем другим не занимайтесь. Если вы хотите поиграть, попрактиковать соло, то есть играйте соло-импровизацию, то есть делайте какой-то акцент на это. Если у вас больше времени, тогда вы можете успевать поиграть все. Вторая важная мысль – это постоянно изучайте что-то новое, постоянно снимайте какие-то фразы, грувы, мелодии, слушайте других бас-гитаристов и пытайтесь играть то, что вы не умеете играть, то, что у вас не получается. Это тоже очень важный момент, потому что мозг должен быть всегда в развитии, то есть всегда напрягайте свой мозг, загружайте, выучивайте новые песни. Это крайне важно. Третье, о чем я хотел сказать, это тоже очень важно. Всегда ставьте для себя цель, то есть долгосрочную цель, то есть чему вы хотите научиться, допустим, за полгода или за год. И тогда ваши занятия будут сами по себе выстраиваться, и вы будете делать на этом акцент. Ищите свой звук, ищите свои мелодии, свои грувы, то есть ищите именно свое лицо. Как это делать? Это, конечно, делается путем съема чужих каких-то фраз, но вы их играете не нота в ноту, как вы сняли, вы их играете немножко по-своему, то есть это всегда происходит мыслительный процесс, который загружает ваш мозг, загружает ваши пальцы. Это именно то, что отличает одного бас-гитариста от другого. То есть Маркус Миллера от Виктора Вутона или Джако Пасториуса от Флии, допустим. Индивидуальность, свое лицо. Это поиск, этим нужно заниматься, в принципе, всю жизнь. Так что, друзья, это постоянный поиск. Ищите свое лицо. Это очень важно. Это всего лишь мои мысли. В свое время они мне очень помогли. Я к ним шел долгое время. У вас может быть другое мнение, у кого-то еще может быть третье мнение. Друзья, надеюсь, эти советы помогут вам развиваться, прогрессировать в этом непростом искусстве. Меня зовут Александр Сариков. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!